Привет! С вами Владимир Пархоменко. Начинаю рассказ о том, как я строил свою походную мини-яхту. Или, вернее сказать, швертбот. Первое, что я сделал, это засел за кучу книг, журналов, интернет стал подключать. Это выбор формы. Какую форму для яхты нужно выбрать? Конечно, голова от этого идет кругом, потому что разнообразий очень много. Учитываются разные факторы. И я так думаю, что на этом этапе многие те, кто хотел бы построить, на этом этапе все и заканчивается. Ну, как бы это уже не первое мое самодельное судно, поэтому я понимаю, насколько важен этот этап, и его нужно пройти, потому что на основе его, из того, какое вы выберете судно, как вы рассчитаете, просчитаете, все будет строиться, потом будет легче. Вот. Все, что вы придумываете, изобретаете, вот. Я вот все записывал, такие вот книги, журналы, даже в транспорте едешь, ночью встаешь, все это записываешь, зарисовываешь. Иногда потом просматриваешь, с одной стороны, как оно мне в голову пришло, с другой стороны, какая чепуха была в начале, и как потом это все отшлифовывалось. Вот. Позже, когда уже какая-то более конкретная уже вырисовываются картинки у вас, какие-то эскизы, затем взял это все, обычную школьную тетрадочку, клеточку, квадратик, да, вырисовал эскиз, я старался это делать в масштабе, для того, чтобы более точно понимать, какая будет яхта в конечном итоге. Точно так же вырисовываются все узлы, такие более сложные. Но всего учесть вы все равно не учтете. Я это понимал, тоже это всего учесть невозможно. По ходу дела добавятся какие-то новые вопросы. Вот. Но основное должно быть. То есть я вот исходил из того, что в туристском походе должно быть, в первую очередь, должна быть безопасность. Скорость, ну, как бы хорошо, да, погонять, там, быстрее пройти, но это больше по молодости. Вот, но безопасность в походе прежде всего. Потому что где-то утопить свои вещи посреди маршрута, продукты питания, как бы не очень хочется. То есть цель похода его пройти красиво и закончить точно так красиво. Поэтому делал первый упор основной упор на безопасность. Значит, эта мини-яхта моя получилась 5-метровой длины, окончательная ширина 1,60 м. За основу я взял, вот нашел в журнале, в одном из журналов нашел форму, которая мне понравилась, яхты, я ее просто обрисовал и, сохраняя эти размеры в масштабе, вырисовал свою. Позже там немножечко таки ширину немножко увеличил для безопасности. Опять же, привязываясь к тому материалу, который у вас есть. Вот. Наряду с тем, что я определился с формой своей яхты, также учел то, что очень важно, то, что она была универсальной, как и все, в принципе, как и все в походных условиях, оно должно быть универсальной. Я ее сделал, как бы вот делаю, я ее делаю в двух вариантах. Один из вариантов облегченный, это если учитываются там длительные переносы где-то, для того, чтобы меньше таскать на себе, легче было.
Вот, хотя это несколько будет упаковок, можно за несколько раз переносить. Но, тем не менее, будет такой облегченный вариант. И второй вариант такой, ну, больше, скажем так, больше комфорта, больше красоты, вкрапление туда деревянных изделий. Опять же, эти деревянные изделия должны быть функциональны, потому что, ну, как всегда в походе, лишнего быть не должно. И опять же грузоподъемность. Вот, я исходил из того, чтобы грузоподъемность была где-то 3-4 человека. Вот, очень важный факт надо учел то, что транспортабельность. Вот, транспортабельность хранения дома, потому что тоже вот, большая проблема вот, бывает у людей многих, что ее надо где-то хранить. Вот. Скажем, те, кто занимается байдарками, они хранят даже в антресолях свои байдарки, то есть ее можно сложить и хранить. И точно так же ее надо как-то перевозить, довозить до места вашего путешествия. Вот те суда, которые я делал, и это предполагаю, мне нужно, поставил себе такое условие, что мне нужно положить его на полку в поезде и ехать, чтобы меня не ограничивала где-то связь там, с транспортом, что и надо трейлер какой-то чем-то перевозить. То есть эту кучу проблем я порешал. Вот. Также вот универсальность, с точки зрения универсальности, чтобы не делать много суден, лодок, да, я вот также учел то, что эту яхту, если убрать там пару секций, из нее можно будет сделать обычную гребную лодку так, на дня на 2-3 на выходные, где-то выйти на реку, там, на озеро, просто покататься. То есть возникает много таких вот вопросов. И в конечном итоге вот у меня, я так на одном листе корпус вырисовал, на втором. Вот. Получилась вот такая вот, чисто похвастаться, вот такая вот яхточка. Я покажу ближе чуть потом. Вот. Это очень длительный. У меня на это ушло, скажем, даже не неделя, не месяц, а несколько лет. Вот. Но благодаря тому, что было большое желание, там, хотите назвать мечта, там, цель, стремление. Вот. Благодаря этому все-таки удалось сделать этот проект своей яхты. Вот. И сейчас уже начал делать, процесс уже пошел. Вот. Опять же определитесь с тем, что зачем вам нужна яхта. Если просто там раз в год выйти на выходные покататься, ну, я не знаю, стоит ли ради этого. Если так, ну, просто позвоните мне в очередь, поехали покатаемся. Вот. То есть я мини-яхту свою делаю для туристских походов, потому что с возрастом, ну, скажем, если я когда-то начинал на лыжах, по горам, пешком, вот, на байдарках, то с возрастом как-то хочется вот уже более такого вот, ну, с меньшими, скажем так, усилиями ходить, путешествовать, потому что турист возраста не имеет и путешествовать надо. Сейчас вот перешел на, ну, не сейчас, уже значительно раньше перешел на парусный туризм. Мне это нравится, чего я его раньше не начинал делать, заниматься им. Вот. О том, как я воплощал в жизнь свои планы, смотрите по ссылке. Если информация вам действительно была полезна, жмите лайки, нравится, пишите комментарии, подписывайтесь под роликом. Заходите на мой блог vovantour.com. С вами был Владимир Пархоменко. Пока-пока.